Блин! Погнали, погнали! Парни отправились в Филадельфию, штат Пенсильвания, исследовать старый особняк Линвуд-Холл, который принадлежал ныне покойному Питеру Ореллу Брауну Уайдеру. Это был американский предприниматель в сфере транспорта и коллекционер произведений искусства. Этот 110-комнатный особняк оценивается в $256 миллионов. Ребятам удалось кое-что интересное обнаружить. В выдвижном ящике стола парень нашел винтажные часы с багетными камнями. А также в других комнатах нашел наручники из тюрьмы Алькатрас и брелок от Rolls-Royce. Alcatraz, San Francisco. This is an old orange whiskey. Уайдер добился большого успеха в качестве инвестора в трамвайные системы и был одним из основателей компании Philadelphia Traction Company. Вместе со своим деловым партнером он инвестировал в расширение трамвайных систем в других городах США, таких как Чикаго. Используя прибыль от своей предпринимательской деятельности, он стал одним из основателей компаний US Steel и American Tobacco Company, а также приобрел долю в Standard Oil. Уайдер также был одним из инвесторов в строительстве Титаника. Он был женат и имел 3 детей. Его сын и внук погибли во время крушения Титаника в 1912 году. Вот такая печальная судьба. Спонсировал проект, который забрал сына и внука. Сам Уайдер скончался через 3 года после трагедии. Теперь и Титаник, и особняк заброшены. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, all sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. I want to
This is one massive sea. roller coaster. Отец и сын, которые занимаются восстановлением автомобилей, нашли Porsche Boxster, который простоял в этих сорняках уже более 2 лет. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Они купили авто за небольшие деньги и забрали себе. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. Wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay. В Мичигане бронированный грузовик Лумис, наполненный сумками с деньгами, врезался в внедорожник, слетел с трассы в лесную местность и перевернулся на крышу. На этом снимке видны следы заноса на дороге. От сильного удара сумки с наличными и монетами выбросило из грузовика. Полиция штата заявила, что люди в грузовике получили незначительные травмы, а водитель внедорожника не пострадал. Пока неизвестно, что стало причиной аварии и будут ли кому-либо предъявлены обвинения. Также неясно, сколько денег было разбросано по дороге. Возможно, кто-то успел какую-то часть денег забрать до приезда полиции. Спорим, по алиментам ты меньше должен. Во время погружения в карьер Престон-Хилл мужчина обнаружил Audi 80 Sport 1980-х годов. Также нашел велосипед и GoPro. Пара из Нью-Джерси, Сюзанна и Ричард Гилсон, нашли 2000 старых долларов во время уборки на заднем дворе своего коттеджа 1920-х годов. Они ремонтируют свой дом с тех пор, как купили недвижимость в Уайлдвуде около 4 лет назад. Они подняли дом, добавили новый фундамент и пристройку. В субботу Ричард работал с мини-экскаватором, убирая камни со двора, когда наткнулся на 2 цилиндрических предмета. Сначала он подумал, что это сорняки, отбросил комки в сторону и продолжил работу. На следующий день при более внимательном рассмотрении Гилсон понял, что сорняки на самом деле представляли собой плотно скрученные пачки старых 10 и 20 долларовых купюр 1934 года. Деньги хранились в больших банках, которые были раздавлены экскаватором. 2000 долларов в те годы эквивалент примерно 20 тысячам долларов сегодня. Опросив соседей, которые жили поблизости на протяжении поколений, Ричард узнал, что много лет назад на этом месте располагался публичный дом. Богатые шлюхи, элитные модельного типа. Стоили от 300 до 500 долларов. Чтобы драть их без резинки, надо было давать щедрые чаевые. Ребята из Real Report отправились в Республику Дагестан на берег Каспийского моря, где находится гигантский летательный монстр времен СССР. Это экспериментальный экраноплан КМ, корабль-макет 1960-х годов. Американские спецслужбы разведки были в недоумении и расшифровали эти буквы как «Каспийский монстр». Экраноплан имел 10 двигателей, размах крыла 37,6 метра, длину 92 метра, высоту 21,8 метра и максимальную взлетную массу 544 тонны. До появления самолета Ан-225 «Мрия» это был самый тяжелый летательный аппарат в мире. КМ был перспективным транспортным средством для военных и спасателей, однако его проектирование вызывало много трудностей. По документам экраноплан проходил как корабль и относился к ВМФ.
22 июня 1966 года с Волжского причала спустили на воду самый крупный на то время летательный аппарат в мире. А затем почти месяц полупритопленный со стыкованным крылом, накрытый маскировочной сеткой, краноплан буксировали по Волге из Горького на полигон в Каспийск. По соображениям секретности шли ночью, днем отстаивались. Испытания АКМ проходили на Каспии в течение 15 лет. В 1980 году из-за ошибки пилотирования АКМ потерпел аварию, жертв не было. Операции по восстановлению и постройке нового экземпляра АКМ так и не состоялось. Мужчина обнаружил американский грузовик Kenworth W900 1962 года выпуска в заброшенном состоянии. Мужчина выкупил грузовик чисто за символические деньги для дальнейшего восстановления. Ему даже удалось кое-как запустить двигатель. Подводное путешествие в Акабу, Иордания. Погружение в Красное море на место крушения самолета Lockheed L-1011 TriStar с регистрационным номером CS-TMP. Шейн Клэш додумался до кое-чего интересного. Он отправился ночью в богатый район Манхэттен города Нью-Йорк к ювелирным бутикам, чтобы на тротуарах возле них собрать землю на стыке между плитами. Шейн использовал для этого крюк и пылесос. После долгих часов работы ему удалось собрать 8 пакетов земли. Вернувшись домой, мужчина промыл всю эту землю, и его надежды оправдались. Он нашел 23 бриллианта общим весом 0,8 карат. Один из них был со сколом, 26 недрагоценных камней, 7 цветных камней, из которых 2 рубина и 1 сапфир, а также маленькие золотые кусочки от ювелирных украшений весом около 5 грамм.
Примерно Шейн заработал $310 за золото и около $100 за бриллианты, в силу того, что маленькие камни не сильно ценятся. В общем, деньги валяются под ногами, надо только придумать, как их поднять. Житель Толидо, Огайо, Уолтер Кастенадо нашел в подвале дома $10 000. В мае 2024 года он купил дом по адресу Пайн-авеню 220 всего за $1000. Но во время уборки подвала в канун Нового года он обнаружил наличными в 10 раз больше. Большая часть денег была спрятана в конвертах под кирпичами. Также деньги он нашел под кирпичами, где когда-то стояла буржуйка. Купюры датированы 1981 годом. $10 000 в 80-х годах — это как сегодня $35 000. Кастенадо разыскал сына предыдущего владельца дома, им оказался Эндрю Араньоси, и решил поделить деньги 50 на 50. А на этом все, подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.